I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим Hi-Fi плеер от компании Tempotec стоимостью $200, и приходит он в небольшой по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь изображен сам плеер, есть логотип компании, а также сертификаты Hi-Res Audio и, конечно, указано название этой модели, а именно V3 Blaze. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Плеер. Фирменный кожаный чехол для плеера. Инструкция по использованию плеера. Сертификат качества. Гарантийная карточка. Адаптер сопротивления на 75 Ом. Защитная пленка на переднюю и заднюю часть плеера. И два Type-C кабеля разной длины. Этот плеер довольно тяжелый, выполнен из металла, а задняя часть получила стекло, которое, конечно же, сразу собирает на себе кучу отпечатков, но лично меня радует то, что он получил хороший сенсорный дисплей на 3,2 дюйма с вполне неплохой цветопередачей, а тут у него имеется надпись V3 и присутствует целых 3 довольно тугих кнопки, 2 для перемотки треков, а та, что по центру, для паузы и воспроизведения, но здесь уже располагается балансный выход на 4,4 мм джек и обычный 3,5 выход для подключения наушников. И, конечно, здесь еще присутствует разъем Type-C для зарядки и соединения этого плеера с компьютером или, например, ноутбуком. Но еще здесь не обошлось без разъема для карты памяти. А тут сбоку присутствует 3 отдельных кнопки для управления громкостью, плюс-минус, и выключения-включения самого устройства. И рядом находится небольшое отверстие под светодиод, который будет менять свой цвет в зависимости от формата и частоты дискретизации проигрываемого аудиофайла. Но со сборкой, как вы понимаете, друзья, тут все отлично. И качеству изготовления плеера у меня вопросов никаких нет. И спустя месяц аккуратного использования в чехле он у меня выглядит по сути-то как новый, хотя я еще даже на него пленки-то и не клеил. Ну а по техническим характеристикам тут все очень интересно, и в качестве ЦАПа здесь нам поставили сразу два очень популярных чипа AK4493SUQ. Еще здесь, конечно, не обошлось и без Bluetooth версии 5.1 с поддержкой кодеков aptX HD, LDAC, AAC, UART и SBC. И в качестве операционных усилителей используется OPA1652, но максимальная поддерживаемая частота дискретизации до 32 бит и 768 кГц. И, конечно, этот плеер без проблем может проигрывать файлы DSD вплоть до 512, а также есть поддержка MQA, но прошу заметить, что не с полной разверткой 16X, а с 8-кратной. Ну и выходная мощность на выход 3,5 мм составляет 245 мВт, а на балансный выход 4,4 мм мы имеем уже вполне солидные 825 мВт на 32 Ом, что, согласитесь, таки довольно немало, поэтому раскачивает этот плеер многие наушники в легкую и с реально хорошим запасом. Ну и, конечно, не обошлось и без аккумулятора на 3500 мАч. И не сказать, что это прям супер много, но вот на 10 часов прослушивания этого хватает. Ну, например, у вас он может работать больше, поскольку тут все зависит от разных факторов и его использования с разными наушниками. Ну и включается этот плеер довольно быстро, буквально пара секунд, и вот мы попадаем на главный экран, где нас сразу встречает основное меню с различными иконками. Но давайте по порядку и по делу. Здесь вверху отображается установленная громкость, по центру находятся часы, а справа отображается заряд батареи в процентах. Ну а потянув шторку, мы можем перейти в меню быстрого доступа. И здесь можно отрегулировать, собственно, громкость, включить следующий трек, предыдущий, поставить на паузу или воспроизвести его по новой. И также можно быстренько включать как Bluetooth, так и Wi-Fi и использовать уже другие функции, как HiBLink, DLNA, AirPlay, и выключить плеер, нажав эту кнопку. Ну и нажав первую иконку с надписью «Музыка», мы переходим, собственно, в нашу библиотеку с абсолютно всей музыкой, что присутствует сейчас на моей microSD карте. И здесь же есть как и просмотр сразу всех треков, так и сортировка по альбомам, по жанрам, по артистам
и по исполнителям альбома. А также дополнительно еще к этому плееру можно подключить USB накопитель, где вы также можете, например, хранить вашу музыку, что тоже, согласитесь, довольно удобно. Ну а следующая иконка с потоковым медиа, естественно, открывает нам доступ к таким стриминговым сервисам, как Tidal и Qobuz. И тут все просто. Включаете Wi-Fi, входите в свой аккаунт, и все, можно без проблем сразу слушать вашу любимую музыку. Ну а нажав беспроводной, мы перейдем, получается, к возможности включения как Bluetooth, Wi-Fi, Hibby-Link для управления со смартфона, и можно импортировать еще свою музыку по Wi-Fi, нажав сюда. Ну а еще здесь есть DLNA и AirPlay, что очень круто. Я уверен, что это точно кому-то да пригодится. Ну а вкладка книги открывает нам возможность как чтения, так и прослушивания аудиокниг с этого плеера, что довольно интересно. Хотя читать с плеера, мне кажется, это все-таки не самая лучшая идея. Но да ладно, есть и спасибо на этом. Но перейдя во вкладку «Система», здесь нам открывается куча возможностей. Первым делом вы можете поменять язык, причем доступно сразу 12 разных языков, что довольно немало. Ну а далее можно настроить таймер подсветки самого дисплея от 10 до 120 секунд. Далее здесь можно отрегулировать яркость самого дисплея от 0 до 100. Я обычно ставил в районе 30, и мне этого полностью хватало. После можно, получается, размер шрифта выбрать, маленький, крупный, мне крупный больше понравился. Режим работы по USB можно настроить, автоустройство, USB накопитель и режим самого USB устройства, аудио либо хранения. Есть еще ограничение потоку USB, можно включить, но я в этом смысла никакого не вижу. Есть еще обратная связь USB ЦАП, это для того, чтобы плеер мог работать в качестве ЦАПа, например, с вашим компьютером или ноутбуком. Также можно настроить время. После можно режим ожидания включить, тоже здесь 1 минута, 10 минут, и после этого времени плеер просто возьмет и выключится, что довольно удобно. Есть еще режим сна 5 минут и 120 минут, тоже хорошая функция, полезная. Заряд батареи в процентах, чтобы отображался, LED-индикатор можно включить-выключить, вот это да, все выключили и обратно также включили, если он вам, конечно, не нужен. Нажмите дважды, чтобы проснуться, это получается по дисплею 2 раза нажали и плеер проснулся. Ну, удобная функция, я, конечно, ее сразу включил. Управление кнопками при выключенном дисплее тоже полезная функция, советую ее по-любому включить. Контекстное меню, здесь это получается быстрое меню, ну, перевод не до конца здесь точный, но вот можно отрегулировать здесь, поставить, допустим, Wi-Fi на первое место, либо Bluetooth на второе. Ну, в общем, здесь поднастроить под себя можно быстрое меню. Настройка заставки, здесь можно выбрать обложку альбома, советую сразу, собственно, ее и поставить вам, либо динамическую обложку, чтобы она, получается, менялась. Здесь еще есть сброс настроек самого плеера, то есть полностью можно все сбросить. Обновление прошивки через SD-карту, либо по Wi-Fi. Ну и еще в самом конце здесь есть сертификация на этот плеер. Но последний пункт в меню об устройстве показывает нам версию прошивки. На данный момент у меня стоит самая последняя версия 1.1. Впрочем, я вам сразу обязательно советую обновиться именно на нее, ибо мне плеер пришел еще со старой прошивкой. Точно не помню, там какая, 0.3, по-моему, с которой у меня реально были небольшие проблемы. И иногда при переключении треков плеер просто брал и сам по себе перезагружался. Но сейчас все работает реально отлично. Я уже больше месяца тестирую этот плеер, и проблем, ребята, больше никаких не встречал. Но также обратите внимание, что здесь отображается еще объем вашей SD-карты и серийный номер, получается, конкретно вашего плеера. Но подождите, ребята, ведь это еще не все. И зайдя снова в музыку, мы можем перейти к самым интересным настройкам, а именно к настройкам воспроизведения. И, честно говоря, я даже не знаю, зачем так далеко спрятали эти настройки. Но, тем не менее, смотрите, что здесь есть. А есть тут, как и очень популярный эквалайзер, так скажем, для ленивых, который я от себя определенно не советую использовать, MSEB называется. Он вносит реально очень слышимые искажения в звучание наушников, поэтому лучше, ребята, сразу его выключайте, ничего здесь не надо корректировать. Далее здесь тоже есть такой базовый эквалайзер, но уже по частоткам, его тоже лучше не включать. Далее можно обновить медиатеку, то есть с музыкой вашей на SD-карточке, если закинули новую, то можно нажать и автоматически вручную обновить все. Либо настроить здесь сразу автоматическое обновление, либо вручную. Ну и включить MQA декодирование и распознавание, если у вас есть, конечно, музыка в таком формате. Далее здесь можно настроить
режим воспроизведения, выбор выхода, можно выбрать, получается, линейные либо наушники, режим вывода DSD, PCM я оставил, компенсация усиления DSD здесь тоже есть, от 0 до 6 дБ, есть режим возобновления, можно настроить, выключить его, либо трек, либо позиция, также можно включить воспроизведение, получается, без пауз, и есть очень интересная функция звуковое поле, но от себя я, ребята, вам советую сразу ее выключить. А далее можно включить максимальную цифровую громкость и настроить максимальную громкость на этом плеере от 0 либо до 100, поставить там ограничения, например, если вам нужно, но я в этом тоже смысла особо не вижу. Также есть фиксированная громкость, можно включить и выключить, можно включить еще перекрестное затухание. В этом я смысла особо не вижу, мне и нравится это. Есть усиление, можно поставить, получается, низкое, среднее и высокое. Есть еще replay gain, то есть такая интересная фишка. Не знаю, надо вам, если можете включить, мне лично это ни к чему. Также есть баланс каналов, правый-левый можно отрегулировать. Если у вас наушники, например, с разбалансом каналов, но такие наушники нужны ли вам, лучше их продайте куда-нибудь. Также можно настроить цифровой фильтр, получается. Есть и популярный Sharp Roll-Off, Slow Roll-Off, Short Delay, Super Slow, Low Dispersion, Short Delay фильтр, ну все понятно, но просто, ребята, советую вам сразу поставить Sharp Roll-Off, если вы хотите получить максимально такое честное и точное и техничное звучание от этого плеера. Ну, в общем, как вы понимаете, ребята, у этого плеера есть достаточно много всего в плане настроек, но по сути один раз вы его, как я, сразу настроите из коробки и трогать что-то там еще вряд ли будете, и вот уже тогда можно заняться прослушиванием музыки, и как видите, обложки здесь отображаются хорошо, управляется он свайпами, и проблем никаких при переключении нету, и все подгружается реально довольно быстро. А также здесь можно еще быстро переключать треки назад-вперед, поставить на паузу, нажать воспроизведение. Также можно сразу добавить трек в избранное, отображается частота дискретизации этого трека и формат там аудиофайла. Есть дополнительные настройки, эквалайзер, параметры с информацией, собственно, о самом треке. Ну, а также можно здесь включить и перемотку там, и воспроизведение, или по порядку, чтобы все воспроизводилось. Ну, в общем, думаю, все понятно. Давайте лучше обсудим все-таки, как звучит данный плеер и с какими реально серьезными наушниками я его протестировал за последнее время. Ну и звучит этот плеер максимально естественно, нейтрально, достаточно технично и немного суховато. То есть, как вы понимаете, друзья, это очень честная и совершенно не окрашенная подача звучания. И то, насколько вы реально кайфанете от прослушивания, будет сильно зависеть от ваших наушников, с которыми вы, собственно, и собираетесь прослушивать вашу любимую музыку. И от себя я бы советовал все же подбирать такие более энергичные и техничные по подаче наушники. Хотя и с нейтральными ушками он очень даже хорошо себя показывает. В общем, тут, наверное, как всегда, все дело вкуса. И начнем с самого интересного, а именно с тяжелых и серьезных планарных наушников Sandy Audio Aiva 2 стоимостью $600. И эти наушники показали себя с этим плеером очень хорошо. И обычно громкость больше 60 и 100% я не выкручивал. Так что, как вы понимаете, запас еще остается реально хороший по балансному подключению. И низкие частоты в этих наушниках с этим плеером максимально собранные, быстрые, упругие, бас уходит глубоко и при этом не перегружает подачу. Тут нету какой-то там раздутости, нету какой-то гулкости, бас четко контролируется, отлично текстурирован, особенно в ударных инструментах и в электронных партиях. И тем, кто любит реально вот такой контролируемый качественный низ, без избыточного какого-то басхедного веса, это будет прям в самый раз. Ну а средние частоты это просто кайф. Они очень прозрачные, чистые, с прекрасным ощущением вот этой открытости. Вокал звучит естественно, без какой-то там окраски и с отличной проработкой интонаций. А такие инструменты, как гитары, струнные и рояль, звучат живой и натуральной атакой и хорошим весом. Но отдельно я отмечу микродинамику, так как малейшие нюансы передаются очень точно и без какой-либо там размытости. Ну а высокие частоты здесь с этим плеером очень техничные, точные и воздушные, но излишне не холодные и не сибилянтные, вот что очень важно. То есть баланс тут выдержан очень хорошо. И самое главное, что есть вот это прекрасное ощущение воздуха, легкости и прозрачности. То есть плеер в этом плане ничего от нас не скрыл. И особенно классно это ощущается уже при прослушивании акустики, джаза и живых записях, где тарелки, струнные, флейты звучат натурально, детально
прикольно, но не утомляет. И в итоге Tempotec V3 Blaze очень уверенно справляется с планарными наушниками Sandy Audio Aiva 2. И это, ребята, не значит, что просто потянул, а это именно как раз таки раскрыл. С хорошим запасом по мощности, с контролем и планарной чистотой. И этот плеер прекрасно подчеркивает технический потенциал этих наушников. И самое-то главное, не окрашивает звук и сохраняет прекрасный баланс между аналитичностью и музыкальностью. И получается своего рода очень такая зрелая и поистине взрослого уровня связка. Несмотря на то, что этот плеер в несколько раз дешевле этих наушников. Ну а после планарных Sandy Audio Aiva 2 я, не теряя ни секунды, сразу подключил к Tempotec V3 Blaze топовые трибридные наушники T-Audio Oracle MK3 стоимостью уже $590. И по сей день я считаю, что низкие частоты в Oracle MK3 проработаны для внутриканальных наушников, ребята, ну просто великолепно. Бас быстрый, плотный, отлично очерченный. Он не навязывается, но при этом уходит реально глубоко и радует вас превосходной текстурой. Особенно меня впечатляется бас. Он есть, он весомый, но максимально контролируемый. И именно такой бас ты и ждешь от реально топовых трибридов. Ну а средние частоты чистые, прозрачные, с нейтральной и очень аккуратной подачей. Вокал звучит открыто, свободно, но излишне не выдвигается вперед, а как бы очень естественно встраивается в общую сцену. И самое главное, что инструменты хорошо отделены друг от друга, без намека на какую-либо муть или их сжатие. И мне нравится, что с этим плеером середина не окрашена и подается такой, какой и должна быть. Чистая, прозрачная и нейтральная. Но высокие частоты — это просто отдельное удовольствие. Они деликатные, очень точные и при этом богатые на нюансы за счет использования качественных электростатических излучателей в этих наушниках. И тут абсолютно нету никакой там резкости или странных сибилянтов. Подача максимально контролируемая, комфортная и без потери детальности, благодаря чему малейшие нюансы от ревера до шлейфов прекрасно слышно, но сдержанно и очень элегантно. И как по мне, ребята, это поистине высший уровень работы с высокими частотами. И если сейчас вы ищете реально топовые трибриды, то я смело рекомендую эти наушники по сей день к покупке. Обязательно посмотрите мой обзор на эти наушники. Ну, в общем, как вы понимаете, Oracle MK3 с плеером Tempotec V3 Blaze звучат очень по-взрослому, несмотря на то, что плеер опять в несколько раз дешевле самих наушников. Но, тем не менее, ребята, он хорошо раскрывает потенциал. Да, конечно, не на уровне там топовых стационаров, но, тем не менее, он выдает реально и нужный контроль, и подчеркивает вот эту утонченность, и самое-то главное, сохраняет их естественный и прозрачный характер звука. И в итоге получается очень такая сбалансированная, нейтральная, техничная, но очень комфортная в долгом прослушивании связка. И для тех, кто ценит аккуратность, разрешение и честность, это прям то, что нужно. Ну и, конечно, не обошлось без прослушивания наушников Phenom Quattro, и это уникальные и в какой-то степени даже нестандартные 4-драйверные динамические наушники стоимостью около $400, с кабелем Phenonasa стоимостью $169. И в связке с плеером Tempotec V3 Blaze они выдают очень интересное, глубокое и максимально погружающее атмосферное звучание, где низкие частоты выступают в главной роли. Бас массивный, насыщенный, с ощутимым таким весом и отличной глубиной. Он не просто слышен, а он буквально берет и чувствуется физически. И при этом бас тут не расхлябанный, так как плеер контролирует его реально хорошо, сохраняя вот эту телесность и насыщенность без какой-либо мутности. И это своего рода очень такой теплый, обволакивающий бас, который задает всему вот этому звучанию основательный, уютный и правильный фундамент. Но средние частоты будут подачи с этим плеером слегка мягкие, очень увесистые и безумно комфортные. И здесь точно нет какой-либо аналитической мониторной сухости, а наоборот, подача с этим плеером максимально такая музыкальная и живая. Вокал звучит немного сглаженно, с округлой подачей и приятной теплотой, а инструменты подаются слегка слитно, но без зажатости или эффекта каши. Сцена реально хорошо сохраняется, просто фокус немного смещен в сторону более эмоционального и расслабленного прослушивания. Но высокие частоты супер гладкие, никакой там яркости, никакой резкости, все звучит реально очень деликатно и комфортно. И даже на сложных треках с насыщенными тарелками или свистящими согласными у вокалиста плеер вместе с Quattro справляется отлично, не позволяя звуку стать агрессивным или утомляющим. И это, ребята, именно тот случай, когда можно слушать музыку часами весь день напролет, и вам точно не захочется переключать трек или делать паузу. И в итоге связка Phenom Quattro и Tempotec V3 Blaze — это не про хирургический какой-то там
там анализ, да, а про максимальное погружение в музыку с очень теплой, басовитой и комфортной подачей, без малейшей агрессии или резкости. Это тот случай, когда берешь, включаешь музыку и просто словно улетаешь в космос, отключаясь от всего лишнего. И связки с этим плеером Pen & Quattro звучат максимально музыкально, глубоко и уютно. И для тех, кто ищет эмоции, атмосферу и расслабление, это будет, ребята, прям просто находка. Ну а вывод у меня получился таков. Tempotec V3 Blaze — это именно тот плеер, который приятно удивляет не только своей ценой, но и звучанием. Он уверенно справляется как с тугими планарными полноразмерными наушниками, так и с чувствительными арматурными и динамическими моделями. И в его подаче есть буквально все, начиная от общей чистоты с прозрачностью, заканчивая хорошей техничностью и контролем. И самое главное, без лишней какой-либо окраски, с хорошим балансом между аналитикой и музыкальностью. И при этом, ребята, радует то, что этот плеер дает реально достойный запас по мощности, особенно по балансному выходу, и раскрывает потенциал даже дорогих моделей. Да и интерфейс у него, друзья, ну реально удобный, понятный и есть все необходимое. В общем, как по мне, друзья, Tempotec V3 Blaze уверенно держится на уровне, и для своей цены это крайне достойный источник, который сейчас прекрасно подойдет как первый Hi-Fi плеер. Так что если сейчас вы ищете что-то такое компактное, мощное и честно звучащее, то определенно на него стоит обратить ваше внимание. Но ссылка на покупку этого плеера находится в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.